Price Podcast. Всем привет, это Богдан, друзья, вы смотрите очередной выпуск новостей технологий. Сегодня, как обычно, раз в неделю мы с вами поговорим о новостях из мира криптовалюты, метавселенных, NFT, инноваций и искусственного интеллекта. Поехали! Binance запустила чат-бота на основе ChatGPT в рамках онлайн-академии. Binance — это самая крупная криптовалютная биржа в мире. Она занимает порядка 50% рынка. Прям это супергигант. Следующая криптовалютная биржа от нее отстает там просто в десятки раз. У Binance есть своя онлайн-академия, в которой можно погрузиться и изучить много всего полезного про криптовалюту. И в рамках этой академии они запустили свой искусственный интеллект, который назвали Binance Sensei. А этот искусственный интеллект может ответить на любые вопросы про криптовалюту. В него загрузили 1000 статей, но они сразу делают оговорочку, что это как бы непроверенная информация, потому что вы можете спросить у него: чувак, стоит ли мне покупать биткоин? А он скажет: да, конечно, он завтра вырастет. Такие официальные заявления делать уже незаконно. Поэтому не спрашивайте у искусственного интеллекта, стоит ли покупать биткоин. Злоумышленник взломал твиттер-аккаунт криптобиржи KuCoin. Недавно взломали твиттер-аккаунт тоже достаточно большой криптовалютной биржи и смогли умыкнуть 22 628 долларов. Знаем прям все до копеечки. Это небольшая сумма, но я хочу здесь обратить внимание на то, что, как обычно, взламываются многие вещи в мире. Мы все переживаем о том, что нужно сделать сложный пароль и его там не забыть, не потерять и так далее. И да, это все очень важно. Но самое главное, что обычно взламываются не пароли, а взламываются как раз люди, потому что человек в этой истории самое слабое звено. Возможно, они поставили слабый пароль, а возможно, просто его подсмотрели где-нибудь на листочке ноутбука. Acer раскрыла стоимость и дату выхода в продажу умного электровелосипеда под названием EBEE. Вес устройства составляет 16 килограмм, он разгоняется до 32 километров, что достаточно много, и может проехать до 110 километров. То есть на работу раз 5 съездить точно хватит. Ну, если вы только живете не в 100 километрах. Сейчас стал очень популярен электротранспорт, и это касается уже не только автомобилей и самокатов, но и также велосипеды сегодня становятся у нас электрическими. Данный гаджет будет стоить порядка $2000, а если точно, 1999, как любят маркетологи называть цену. И этот транспорт прекрасно подходит для городской среды. Присмотритесь. На этой неделе в США запустили сервис по продаже недвижимости за криптовалюту. Мы как-то с вами уже обсуждали, что в Индонезии появилась такая возможность, и вот США тоже спешит нас обрадовать новинкой. Как написано в пресс-релизе, это поможет упростить возможность покупки недвижимости из другой страны, либо из другого штата, из другого города. Все то же самое, что мы с вами обсуждали, и это прекрасно, потому что сейчас с помощью этого сервиса можно купить за любую криптовалюту из любой точки мира, вообще неважно, где вы живете и какой вы национальности, какой у вас паспорт и так далее, в течение одного дня недвижимость. То есть сделки обещают проводить в течение дня. Пока это работает только в одном штате, в Техасе, но в ближайшее время обещают выйти на другие рынки. Это такой маркетплейс, на котором риэлторы выставляют свои лоты, и сервис помогает им проводить сделки. Мне эта идея очень нравится. Puma выпустил цифровую версию кроссовок в виде NFT. Популярный спортивный бренд выпускает свою коллекцию кроссовок совместно с цифровым дизайнером Wagmi San. Данные кроссовки получат бесплатно владельцы популярных NFT-коллекций. Пока непонятно, как их можно использовать. Возможно, это будет маска в Инстаграме, где вы наводите камеру на свои ноги, и у вас появляются цифровые кроссовки. Возможно, они что-то придумают новое. Но коллекция кроссовок не впервые появляется. Недавно Nike выпустил свою цифровую коллекцию кроссовочек. TikTok работает над генерируемыми ИИ-аватарами. Похожий инструмент мы уже видели в приложении Lensa от Prisma Lab. Это когда вы загружаете фотографии, и вам генерируются новые аватары на основе ваших фотографий. TikTok решил сделать такую же фичу только в своей социальной сети. Непонятно только, для чего она нужна сегодня, потому что Lensa была супер популярной. Возможно, сейчас у нее тоже много пользователей, но как таковой хайп очень быстро прошел. И мы все видели кучу аватарок с генерируемыми ИИ-аватарами в социальных сетях. Илон Маск пообещал приоритет обладателям синих галочек в Твиттере. А вот это уже интересно на самом деле. Есть искусственный интеллект, или есть алгоритм, да, так проще сказать. Есть алгоритм, который выбирает посты и выставляет их в фиде, в ленте, в зависимости от того, интересен этот пост пользователям или нет. Обычно они ранжируются в зависимости от
лайков, от комментариев, от активности под ними. И вот Илон Маск сделал важнейшее, просто я считаю, заявление. Все пользователи с синими галочками, по сути, с платными аккаунтами, будут получать приоритет. То есть, если у вас есть синяя галочка, ваши посты будут больше попадаться людям. Если нет синей галочки, будут попадаться меньше. И вот сейчас есть большой спор насчет решения. Мы на прошлой неделе обсуждали эту новость о том, что Илон Маск убрал синие галочки у популярных людей. Например, у генерального директора Binance, самая популярная криптовалютная биржа, да, о которой я говорил, есть более 10 копий его аккаунта. Люди создают полнейшую копию, накручивают подписчиков, активность, то есть там все выглядит один в один. Постят те же посты, просто копипаст, и в какой-то момент начинают заниматься обманом подписчиков. И из-за того, что у всех есть сегодня синие галочки, ее получить просто можно, купив подписку за $8. Определить, какой аккаунт настоящий, очень сложно. Институт развития и сохранения лесов Амазонки стал партнером метавселенной MetaTrace, нашего, собственно, проекта. Теперь в рамках этого партнерства мы будем совместно запускать мероприятия, которые сделают Амазонку лучше. За более чем 16 лет напряженной работы в бассейне Амазонки Эдисон все больше укрепляет себя как одна из наиболее значимых организаций. Они помогли за это время более 5000 семей, расположенных в 10 городах и регионах Амазонки. Было посажено более 40 тысяч деревьев и запущено более 400 партнерств. Собственно, и новое партнерство – это партнерство с нашей метавселенной Trace. Наше партнерство принесет большую пользу в деловой, социальной и экологических областях. Кроме того, забота о тропических лесах Амазонки не имеет границ. Люди, бренды и организации должны обратить пристальное внимание на, как говорится, легкие нашей планеты, на леса Амазонки. Если мы все вместе объединимся, то мы можем сделать большое и важное дело для нашей планеты. Apple работает над искусственным интеллектом, который будет мотивировать людей следить за собой, следить за здоровым образом жизни, правильно питаться, заниматься спортом, больше гулять. Самое интересное, сервис запустится только в 2024 году, то есть через год. А пока, собственно, ребят, сами, как говорится, без искусственного интеллекта следим за здоровым образом жизни. Ученые создали робота-медузу, который может убрать мусор из океана. Робот-медуза небольшой, примерно с руку. И у него есть 6 лапочек, которые имеют механические мышцы, и он ими машет, и, соответственно, очень сильно этими движениями походит на медузу, еще при этом вращается. Что он может собирать, спросите вы, если он все-таки борется за экологию и убирает мусор? А может он собирать мелкие частицы пластика? Это на самом деле очень большая проблема для океана. Вышла интересная новость о том, что бренд Geyser запускает производство телевизоров для путешествий по метавселенным, а его пульт можно использовать как джойстик. И, собственно, это интересная идея, потому что мы можем путешествовать по метавселенным сегодня, или так называемым метавселенным, которые у нас сегодня имеются, можем путешествовать по ним с помощью консоли, персонального компьютера или телефона, но уже и с помощью телевизора. Он создаст эффект погружения, и можно, например, купить NFT на маркетплейсе через телевизор и установить его на заставку. ChatGPT заставил роботов понимать людей по голосу и отвечать им. Робот-собака Spot от Boston Dynamics, просто нашумевшая собака-робот, вы ее точно видели, выглядит она вот таким образом. Недавно в нее интегрировали искусственный интеллект ChatGPT, и теперь этот робот понимает то, что вы ему говорите. Просто представьте, будущее уже здесь. Spot понимает обычную речь людей, превращая их в текстовые запросы, и отвечает на голосовые команды с помощью языкового сервиса Google. Теперь робот по устной просьбе человека доложит о результатах последней миссии, сообщит об уровне заряда аккумулятора, а также переместится на несколько метров. К сожалению, такие собаки стоят каких-то космических денег, поэтому пока простой смертный человек позволить их себе не может. В Китае неизвестная женщина с дубинкой напала на робота в больнице, который записывает к врачу. Ролик женщины был запущен в Твиттере пользователем, который отметил популярность использования роботов в больницах в Китае. Видимо, робот плохо понимает звуковые команды, и нужно было поставить туда робота-собаку из Boston Dynamics. В Бразилии временно запретили Telegram. Мессенджер объявили вне предоставления информации о неонацистских групп. Обычная практика, когда администрация или полиция делает запрос в социальную сеть или в другую организацию, у которых есть данные,
о том, что эти данные им необходимо предоставить. И Telegram в Бразилии резко отказал и не предоставил данные. Суд постановил, что все мобильные операторы и магазины приложений должны срочно удалить Telegram на территории Бразилии. Помимо приостановки, суд также обязал увеличить штраф с 200 тысяч реалов до 1 миллиона реалов в день. То есть каждый день Telegram теперь обязан выплачивать штраф. И 200 тысяч долларов, если он вообще откажется предоставить данные. Telegram, в свою очередь, решил обжаловать это дело в суде. Ну, это все новости на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели их до конца. Увидимся через неделю. Это был Богдан Евтушенко. Пока! Trace Podcast.